Eşref'in arabası değil mi lan o? Haberleri duydunuz mu? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Расскажет ли Эшреф Хыдыр Бабе о том, что случилось с Ниссаном? Если он это сделает, Хыдыр Баба скажет Ниссану, что очень любит Эшрефа. Должно ли произойти что-то действительно важное для этого? Скажет ли он, что не предаст Эшрефа, или скажет обратное и посоветует им расстаться? Расскажет ли Ниссан об убийстве Динчера Фулья? Разладятся ли его отношения с друзьями Эшрефа из-за того, что Ниссан – информатор? Отправят ли они Ермака домой, чтобы подтвердить личность Ниссана как информатора? Найдет ли Ермак что-нибудь на компьютере Ниссана, что укажет на ее предательство Эшрефа? Что находится в файле Эшрефа, пришедшем на телефон Эшрефа? Найдет ли Ниссан что-нибудь полезное на флешке, которую дала ей Фуля? Убьют ли Эшреф и его друзья сторонников Кадира? Чью машину они используют, чтобы просканировать и подставить Эшрефа? Салиха, внучка Хафизе, была информатором прокурора Сельмы в деле, в котором они подозревали Ниссана. Попадет ли Эшреф в тюрьму? Все это и многое другое в этом видео. Если вам интересно, при каких условиях Ниссан должна заставить Эшрефа рассказать ей все подробности ее информаторства и добиться прощения, чтобы Эшреф не попал в тюрьму, а его любовь к Ниссан возродилась, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Вернувшись домой, Эшреф, охваченный шоком и обидой, испытает глубокое эмоциональное потрясение, которое заставит его столкнуться с Хыдыр Бабой и раскрыть все, что он скрывал. Разрываясь между накопившимся гневом, разочарованием и безмерной любовью к Ниссан, он не сможет успокоиться, пока не изльет Хыдыр Бабе всю свою душу. Но когда он начинает объяснять, слова застревают у него в горле, потому что он понимает, что Ниссан искренне верит, что никогда намеренно не причинит ему вреда. Именно тогда Хыдыр Баба видит отчаяние на лице Эшрефа и обращается к нему с великой мудростью, говоря, что Ниссан глубоко любит Эшрефа и что у такой безрассудной женщины, как Ниссан, должна быть веская причина предать его. Эти слова эхом отзываются в сознании Эшрефа, и огонь ненависти внутри него сменяется хаотичным голосом. Вместо того, чтобы сказать, что разрыв – самый простой вариант, он подчеркивает, что никакую связь нельзя разорвать, не узнав правду, что еще больше сбивает Эшрефа с толку. В этот момент Ниссан получает флешку, которую Фуля дала ему в последнюю минуту, и Ниссан не спит всю ночь, чтобы начать расследование скрытых истин на компьютере. Флешка будет содержать информацию об отмывании денег между Динчером и русскими, записи о похищениях и записи телефонных разговоров Фули. Однако, поскольку некоторые файлы зашифрованы, сделать прямые выводы с первого взгляда невозможно. Ниссан не сдается, она найдет улики, которые докажут, что именно Динчер убил Фулю, и будет полна решимости довести дело до конца. Тем временем, ситуация Эшрефа будет еще сложнее. По мере того, как растут подозрения, что Ниссан, информатор, Фарук, Гюрдаль и Мюслим будут оказывать давление на Эшрефа. Уверенные в том, что защищают Эшрефа, они будут настаивать на том, чтобы Ниссана исчезла из их жизни, прежде чем возникнут новые проблемы. Друзья Эшрефа, воспользовавшись его душевным опустошением, решают отправить Ермака к Ниссану домой, чтобы доказать, что она действительно информатор. Хотя Ермак не хочет этого задания, она соглашается, чтобы не потерять Эшрефа. Она найдет на компьютере Ниссана неполные документы, которые, по-видимому, указывают на измену, но неоткрытый характер файлов вызовет у нее подозрения, и она не сможет определить, были ли это действия Ниссана. Тем временем, таинственный файл, отправленный на телефон Эшрефа, прольет свет на глубокую тьму. Файл будет содержать документы и изображения оружия, которые укажут на Эшрефа причастным к убийству людей Динчера много лет назад. На самом деле, этот файл будет свидетельством масштабного заговора, организованного русскими и Динчером, и Эшрефа сфабрикуют в связи с серьезным преступлением. Позже будет спланирован расстрел автомобиля, а машина Эшрефа будет использована для подставы.
Это вынудит полицию преследовать Эшрефа, и Эшреф будет вынужден скрываться. Этот инцидент заставит всех, особенно Чикдема и прокурора Сельму, понять, что Эшреф находится в центре гораздо более масштабного конфликта. В этот самый момент откроется еще одна правда. Выяснится, что Салиха, обратившаяся за помощью к прокурору Сельме по делу, в котором они подозревали Нисана, на самом деле была информатором. Информация Салихи раскроет информацию об операции, и хотя все обвинят Нисана, он будет доказан невиновным. Эта правда разобьет Эшрефа. Он поймет, что больше всего Нисана разбило его собственное сердце, и почувствует, что несет самое тяжелое бремя в своей жизни. С этого момента события будут развиваться по нарастающей. План Кадира предать русских будет раскрыт, и Эшреф с друзьями начнут уничтожать сторонников Кадира одного за другим. Эти столкновения приведут к серьезным травмам, и Эшрефа, скорее всего, арестуют и посадят в тюрьму, поскольку обрушившиеся на него улики сделают его беззащитным. Нисан будет терзаться мыслью, что Эшреф ей не доверяет, но она не отступит. Она расшифрует найденные на USB накопителе улики, доказывающие, что Динчер убил Фолью, и будет бороться за спасение Эшрефа. В ходе этого процесса Эшреф и Нисан могут казаться разлученными, но они никогда не отпустят друг друга. В конце всего этого Эшреф поймет, что, узнав правду, он обратится к Нисан и поймет, что будет настолько безрассуден, что разрушит все ради нее, и станет ясно, что эта любовь никогда не закончится. Эта серия станет поворотным моментом, который изменит жизни всех персонажей, где начнутся серьезные противостояния и раскроется истинная природа предательств. Любовь и доверие подвергнутся испытанию, и любовь Нисан и Эшрефа окрепнет, а не рухнет, но цена будет высока. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.